Какой бы ни была за окном погода, каждую ночь кто-то, мягко насвистывая, проходит по нашей улице. Когда он проходит мимо, это слышно и в гостиной, и на кухне. И это всегда происходит в одно и то же время, в 3 часа 3 минуты. Поначалу звук слабый, идет откуда-то из аллеи, рядом с особняком Карлсона. Мы живем в середине улицы, из-за чего свистящий проходит мимо нас и исчезает в глухом тупике. Раньше мы с сестрой иногда проскальзывали тайком на кухню, чтобы послушать свист. Это не нравилось маме с папой. И если мы попадались, нам устраивали не слишком сильную взбучку, но только из-за того, что мы придерживались важного правила. Не пытайся увидеть свистящего. Мой район – странное местечко. Я жил здесь с 6 лет и любил его. Небольшие уютные дома с приличными дворами, где есть место поразмяться. Когда мне стало 13, в октябре познакомился здесь со многими моими ровесниками. Мы носились летом от одного заднего крыльца к другому и играли в квадрат в тупике. Так мы и повзрослели. Я уже достаточно взрослый, чтобы понять, насколько хорошо было мое детство. Только 2 странные вещи несколько омрачали нашу жизнь: ночной свист и удача. Меня никогда не тревожил свистящий, ведь из моей спальни его не было слышно. Впрочем, мама с папой не любили говорить о нем, поэтому я перестал спрашивать. Папа крепкий парень, высокий и спокойный. У него небольшой акцент с тех пор, как он переехал ребенком в США. Его семья с каких-то островов, как они их называли. Но с приходом свистуна мой папа теряет спокойствие. Он говорит чуть быстрее, его глаза двигаются чуть резче. В такие моменты он пытался нас отвлечь от происходящего и всегда напоминал важное правило: не смотреть наружу, когда идет свистун. Не то чтобы мы могли это сделать, даже если бы захотели. Понимаете, каждое окно закрывается ставнями, толстыми кусками тяжелого дерева. По ночам не увидеть и мельчайшего лунного лучика, поскольку ставни закрывают окна сверху донизу. Все ставни закрываются на небольшой замочек, на похожие запирают личные дневники. Перед тем, как мы ложимся спать, папа запирает эти замочки каждую ночь, а ключ хранит в своей комнате. Мама, не знаю, что она думает о свистящем. Я видел ее через щелочку двери своей комнаты в гостиной, перед тем, как раздается свист. Наверное, раз или 2 в месяц. Мама обычно сидела на большом красном диване и вслушивалась в ночь. Каждую ночь свистящий насвистывает один и тот же мотив. Довольно веселый. Помните, я упоминал про 2 странности этого места, где я живу? Кроме нашего ночного свистуна, все наши соседи невероятно удачливы. Папа не любит подобных разговоров, и это сложно объяснить рационально. Однако кажется, что приятные совпадения часто происходят с жильцами района. Обычно это всякие мелочи. Победа в лотерее, неожиданное повышение на работе, находка старого клада, закопанного во дворе. Ну знаете, естественная такая удача. Ведь нет же ничего плохого в хорошей погоде. Благодаря ей сады по осени просто ломятся от урожая. Миллион малых благословений. Эти слова я слышал от мамы. Однако основной причиной, почему мы остались здесь и изначально переехали сюда, это моя сестра Нола. Она была больна с рождения, что-то с легкими. Мы не могли даже привезти ее домой, время от времени навещая ее в больнице. Помню, она была такая маленькая на фоне остальных малышей, а вместо нее дышала машина. Мы переехали сюда, чтобы быть поближе к больнице. Вскоре после нашего переезда состояние Нолы начало улучшаться. Врачи так и не выяснили причину, записав это на свой счет. Хотя мы-то понимали, что причины им неизвестны. Мои родители и я знали, улучшение состояния Нолы – одно из миллиона малых благословений. Вот почему мы остались здесь, даже после того, как узнали о свистуне. Время от времени, за каждое случившееся малое чудо, случалось что-то плохое. Последнее происходило только если взглянуть на свистуна. Понимаете, у наших соседей есть что-то вроде встречающей делегации. Они похвастались макаронной запеканкой, подарили корзину фруктов и маленькие сигары, обернутые газетами. Так они приветствовали всех приезжающих. Очень дружелюбно. В день нашего приезда нас встречало 4 человека. Делегаты мило поболтали с моей семьей, дали мне сникерс, немного подержали Нолу. Это была первая неделя, которую мы проводили вне стен больницы, поэтому они были крайне осторожны.
Затем люди из делегации попросили поговорить с моими родителями наедине, из-за чего меня отправили в мою комнату, откуда, впрочем, мне было слышно почти каждое слово. Встречающая делегация рассказывала маме с папой о необъяснимо превосходном соседстве этого района, за исключением одной премилой странности, и затем они рассказали о необъяснимом свисте, начинающемся каждую ночь с 3 часов 3 минут и заканчивающемся в 3 часа 5 минут. Сам свист тих и никогда не навредит и не причинит боли, как говорили наши новые соседи, до тех пор, пока мы не станем смотреть на источник звука. Примерно на этой части обстановка в комнате незаметно накалилась, и я вдавил свое ухо в дверь до боли, стараясь не упустить ни одного слова. У тех, кто пытался увидеть свистуна, монета удачи оборачивалась иной стороной, иногда фатально. Черная туча следовала за ними. Все, что могло обернуться не так, именно так и оборачивалось. Принесенная делегатами обертка манильских сигар вся состояла из новостных вырезок, историй об автомобильных авариях и сломанных жизнях, публичных суицидах и чудовищных случайностях. «Не каждый умирает», — говорил глава делегации папе, — «но жизнь покидает их. Даже если они живы, в них больше никогда не будет ни света в их глазах, ни огня в них самих, а лишь пустая оболочка». Как я тогда понял, мама не восприняла это всерьез. Она все спрашивала, разыгрывают ли они таким образом каждого нового соседа. В какой-то момент мама взбесилась, обвинив делегацию в том, что они пытаются отпугнуть нас от нашего нового дома. Она даже обвинила их в расизме из-за происхождения папы. Но он успокоил ее, сказав, что наши соседи искренне пытаются нам помочь, ведь он сам вырос на подобных историях, услышанных от его матери, благодаря чему он знал о странных сущностях, живущих среди нас. Какие-то из них были хорошими, какие-то плохими, однако большая часть была просто иными. После этого мы, вместе с нашими новыми соседями, зашли в скобяную лавку, купили ставни и замки, и уже ближе к вечеру установили их на каждое окно в доме. К 3 часам ночи я вылез из своей комнаты. В гостиной меня уже ждал папа. Он сидел на диване, держа в руках малышку-дочь. Папа поднес палец к губам, но похлопал диван рядом с собой. Я присел и прислушался. И точно, в 3 часа и 3 минуты мы услышали насвистывание. Он являлся и исчезал, как и сказали наши соседи. Насвистывание возвращалось каждую ночь, но мы не выглядывали, а каждый день наслаждались миллионом малых благословений. Нола дышала сама, став с годами крепкой и сообразительной девчонкой. Папа даже вошел в состав встречающей делегации. У нас нечасто появлялись новые соседи, ведь зачем кому-то покидать это место? Однако, когда приезжала новая семья, папа в составе делегации приносил им макаронную запеканку, корзинку в дар и манильские сигары в обертке. Мне хватало одного взгляда на лицо моего папы по возвращении, чтобы понять, восприняли ли они слова делегации всерьез, или вскоре у нас будут новые соседи. Не так давно в доме напротив появилась новая семья. Прошлый владелец, миссис Мэнди, скончалась в возрасте 105 лет. Она прожила долгую и славную жизнь. Казалось, наши новые соседи вписались так, как будто уже давно здесь были. Они поверили встречающей делегации, прислушались к совету папы насчет ставней. У них у самих был маленький грудной ребенок. Какие бы газетные вырезки не содержала обертка с сигарами, какие бы доказательства не приводил папа, он никогда не позволял нам увидеть их. Но я полагаю, он был пугающе убедителен, раз наши новые соседи без проблем прожили первые месяцы. Как-то одной ночью нашим новым соседям пришлось уехать из города, и они оставили с нами своего сына Холдена. Ему было 12 лет, на год моложе меня. До этой ночи мне не приходилось тесно общаться с ним, однако стоило родителям оставить его с нами на ужин, как у меня зародилось нехорошее предчувствие. «Вы знаете, кто всегда свистит по ночам?» – спросил Холден, стоило только родителям покинуть комнату. Мы сидели втроем в своем логове перед телевизором, на экране которого лениво тянулся какой-то диснеевский мульт. Я переглянулся с сестрой. «Мы не разговаривали об этом», – ответил я. «Ставлю на чокнутого, что живет в большом желтом доме на углу», – уверенно сказал Холден. «Мистер Толлис?» – спросила сестра. «Не может быть, он очень добрый». Холден отмахнулся. «Тогда он еще и маньяк-убийца». Нола ощутимо напряглась.
«Мы не разговариваем об этом», — повторил я. «Пойдем лучше в мою комнату и поиграем в Nintendo». Следующие несколько часов мы провели, играя в игры и поглощая попкорн. Затем посмотрели несколько мультиков. Обычная ночевка, но возрастающее беспокойство Холдена просто витало в воздухе. Затем родители пожелали спокойной ночи, заперли окна и отправились на боковую. После этого Холден встал из своего спального мешка и подошел к моей кровати, на которой сидел я с Нолой. «А вы вообще пытались посмотреть?» – спросил он. Я в некотором замешательстве увидел, что уже почти 3 часа ночи, и ответил: «Нет, мы... Поймите, я не могу, я попросту не могу посмотреть на него, потому что мой папа каждую ночь закрывает окна и прячет ключ». Он выпалил это на одном дыхании, полностью проигнорировав меня. «Как и наш папа», — сказала ему на эту тираду Нола. «Нет», — ответил Холден, — «нет, не прячет». «Ты видел, что он прячет», — сказал я чуть резче, чем хотел. Холден ответил ухмылкой. «Ваш папа запирает окна, это да, но ключ он не прячет, он держит его на своем обычном брелке». «И?» — спросил я, подозревая, что уже знаю ответ на этот вопрос. Потому что после всех лет, прожитых здесь, папа больше не заботился о том, где лежал ключ по ночам, потому что папа знал, что мы отнеслись к этому всерьез. И после того, как твой папа запер ставни, и до того, как твои родители отправились спать, я ходил в туалет, и на обратном пути я мог случайно заглянуть в их комнату и заметил брелок на тумбочке. И, может быть, совершенно случайно я зашел и одолжил ключ от окон. Ноли и мне оставалось только смотреть на то, как ширится его ухмылка. «Лжешь», — только и смог ответить я. Холден отмахнулся. «А ты проверь, если хочешь. Приоткрой дверь в комнату родителей и взгляни. Увидишь брелок аккуратно на тумбочке». «Так, оставайтесь здесь», — сказал я им обоим. «И лучше вообще не шевелитесь». Я поспешил к комнате родителей, однако замешкался у двери. Если Холден не солгал, то папа рассердится. Настолько рассердится, что от одной мысли об этом мне уже было страшно. Но еще больше страшило открытое окно, в то время, когда Свистун бродил снаружи. Приоткрыв дверь, я всмотрелся в непроглядную тьму. Глубоко вдохнув, я вошел в комнату. И через 2 шага в темноте я застыл. Зазвучало насвистывание. И слышно его прямо в родительской комнате. Никогда бы не подумал, что они слышали его со дня своего приезда. Нам об этом ничего не говорили. Не думаю, что смог бы уснуть в этой комнате. Я стоял, слушая приближающийся свист, неуверенный, стоит ли мне включить свет или, может быть, разбудить папу. Кратчевые звуки из гостиной вернули меня в реальность. «Нола!» — крикнул я, выбегая из родительской комнаты. Холден и Нола стояли рядом с окном у парадного входа. Холден не солгал. Я заметил, как он возится с замком. Затем раздался щелчок. У него действительно был ключ. Холден рассмеялся. Рядом с ним, сутулившись, стояла Нола. Наверное, ей было и страшно, и любопытно одновременно. Насвистывание доносилось уже неподалеку от нашего дома. Наверное, я как-то обозначил свое присутствие. Не могу вспомнить. Время застыло. Стрелка часов примерзла к циферблату, но я двигался. Мне никогда не доводилось заниматься спортом всерьез. Впрочем, расстояние между мной и Нолой испарилось за одно мгновение. Я не отрывал от нее своих глаз, одновременно слыша, как Холден потянул ставни, намереваясь полностью распахнуть их. Последовал щелчок, и насвистывание, доносившееся с другой стороны окна, стало невыносимо громким. Однако Нола уже была в моих руках. Мне оставалось лишь развернуть ее так, чтобы она не видела происходящего за окном. Одновременно с этим я закрыл и свои глаза. С оглушительным лязгом распахнулись ставни. Насвистывание прекратилось. Нола дрожала в моих руках. «Не смотри, хорошо?» – молил я ее. «Только не оборачивайся». Мы стояли таким образом, при котором она смотрела в коридор, а я в окно. Мои глаза все еще были закрыты. Ее кивок я ощутил плечом. Свободной рукой я попытался достать Холдена. Ухватив его за руку, я почувствовал, как его трясло. Он дрожал сильнее Нолы. «Холден?» – спросил я. Безмолвие. Я потянулся дальше и осторожно ощупал окно. Стекло промораживало мои пальцы, и оно было намного холоднее, чем должно было быть в это время года. Я попытался нащупать шнурок от штор.
Чем дольше я искал, тем теплее становилось стекло. От него начала исходить легкая вибрация. Представлять то, что находилось с другой стороны, мне не хотелось. Наконец-то я ухватился за шнурок и потянул его. Шторы упали, закрывая нас от того, что затаилось с другой стороны. Наконец, я решился открыть глаза. В тусклом свете, льющемся из кухни, я различил Холдена, маленького и бледного, пялящегося в занавешенное окно. «Холден?» — повторил я вопрос. Он развернулся ко мне и заорал. Все утонуло в водовороте движения. Зажегся свет в коридоре, затем в гостиной. Шаги родителей прогремели по деревянному полу. Я не оборачивался к ним. Мои глаза были прикованы к Холдену. В неровном свете он выглядел белее мела, а по его подбородку струилась тонкая струйка крови. Похоже, он сильно прикусил губу и, кажется, обмочился. Что случилось? Из-за моей спины раздался голос папы. Я кое-как оторвал взгляд от Холдена и оглянулся. Он посмотрел. Ни разу за свою жизнь я не видел, чтобы папа боялся чего-либо, но в ту ночь старый, отвратительный страх проскользнул по его лицу. Страх родителя. «Только Холден?» — выдавил он. Я кивнул, мол, да, только он. Папа шумно выдохнул. Он выглядел настолько облегченным, что на мгновение у меня промелькнула мысль, что он сейчас спустится в пляс. Но как только он посмотрел на Холдена, его выражение изменилось. Любопытно, корил ли он себя за радость в такой момент? Раздался стук в дверь. Мы застыли, а Холден всхлипнул. «Не отвечай», — сказала мама. Она стояла у порога в коридоре. Всегда считал, что она была скептиком и просто посмеивалась над папой насчет окон и свистуна. Однако в ту ночь неверующих не было. Я заметил, что мои родители держат по бейсбольной бите. Должно быть, держали на всякий случай в своей спальне. Стук прозвучал снова, в этот раз чуть громче. «Пожалуйста, не открывайте», — проговорил Холден. Папа подошел к нему, аккуратно приобнял и крепко прижал его к груди. «Не откроем», — пообещал папа, все еще держа биту. «Этой ночью сюда никто не войдет». Бух, бух, бух. В этот раз стучали достаточно сильно, чтобы затряслась дверь. Снова закричал Холден, и Нола вцепилась мне в шею, стараясь прижаться как можно ближе и стать как можно меньше. Подошла мама и, опустившись на колени, приобняла меня с сестрой. «Бух, бух, бух!» «Позвони в полицию», — сказала мама папе. Стук мгновенно прекратился. Папа оглянулся к нам. «Думаешь?» — его прервал резкий переход неистового грохота в дверь, вежливое «тук-тук-тук». «Полицию?» — донеслось с другой стороны двери. Голос снаружи прозвучал в точности как мамин, словно за дверью стучал попугай. «Полицию? Позвони. Полиция. Тук-тук-тук. Полицию». Мама обняла нас крепче. «Полицию? Полицию? Полицию? Полицию?» «Пожалуйста, прекрати», — прозвучал ее тихий шепот. «Не думаю, что звонок поможет», — ответил мой папа. «Как мы поймем, кто находится за дверью?» Стук зазвучал с новой силой, еще громче, чем раньше. Дверь тряслась, затем перестала. После продолжительной паузы стук раздался вновь, но уже от заднего входа. Мы развернулись к нему, и стук незамедлительно вернулся к входной двери. Туда-сюда, туда-сюда. Громкий, затем тихий, а затем снова громкий. Неожиданно звук раздался от двух дверей разом, притом настолько сильный, будто по дверям били тяжелой кувалдой. Затем последовало постукивание во все окна, после в стены, как будто мы жили в огромном барабане. Десяток людей пытались играть одновременно. Или мы были черепахой, и кто-то или что-то пыталось выцарапать нас из панциря. «Прекрати!» – закричал Холден. Стук умолк. «Я никому не скажу». Говоря это, Холден не отрывал взгляда от двери. «Обещаю, я никому не скажу ничего о том, что видел. Только, пожалуйста, уходи». Мы ждали около минуты. Затем последовал мягкий тук-тук-тук, исходящий от окна, в которое Холден смотрел ранее. Холден начал плакать, поскуливая, словно приговоренный к смерти, увидевший стаю воронов за прутьями своей тюрьмы. Папа ухватил его, провел рукой по волосам, но так и не солгал ему, не сказал, что все будет в порядке. Постукивание в окно продолжалось всю оставшуюся ночь. Мы кое-как обустроились в гостиной.
Я даже не уверен, сколько времени мы там просидели. В конечном счете мама попыталась увести детей в мою комнату, в то время как папа остался сторожить дверь. Однако буквально через секунду вернулся стук настолько громкий, что его невозможно было игнорировать. Я даже начал опасаться, что дверь не выдержит. Но как только мы вернулись в гостиную, стук оборвался. Осталось только тихое тук-тук-тук в окно. В ту ночь никто из нас так и не уснул. Постукивание затихло около 7 часов утра, примерно в то же время, когда наступает рассвет. Мы обождали еще 2 часа, прежде чем папа открыл ставни и убрал шторы с окон. Но сперва он отвел нас в родительскую спальню. Папа несколько шумно отпер дверь, прежде чем вернуться к нам. «Хорошо», — сказал он по возвращении. «Все готово». Родители Холдена вернулись к завтраку. Мама и папа проводили Холдена домой и надолго задержались. Я и Нола смотрели за ними из окна. Она была рядом со мной весь день, стараясь держаться как можно ближе, иногда даже беря меня за руку. Родители вернулись в мрачном расположении духа, но так и не рассказали, какой разговор у них состоялся с семьей Холдена. За окном было солнечное воскресенье, поэтому мы заказали пиццу и провели весь день за совместным просмотром кино и мультфильмов. В ту ночь мы все спали в моей комнате. Нола и мама в моей кровати. Папа разложил кресло, на котором и уснул. В ту ночь не раздавался стук. Последующие ночи тоже. Оставшуюся неделю мы не часто виделись с Холденом и его родителями, но в четверг к их дому подъехал грузовик, и я с Нолой после школы наблюдали, как они собирались до самого вечера. Что зацепило меня больше всего, так это то, как Холден с родителями выглядели. Все трое бледные, с насупленными лицами и отстраненными взглядами. Даже с противоположной стороны улицы ощущалось, что что-то было не так. Семейство Холдена съехало до заката. Я вспомнил при этом слова, произнесенные главой встречающей делегации, когда мы приехали сюда. Не каждый, посмотревший на свистуна, умирает, однако переживших покидает свет, и они проживают жизнь, полную неудач. Миллион малых несчастий. Мы все еще живем в том доме, в том районе. Все еще слышим нашего свистуна каждую ночь. Удачи и все те блага, они слишком хороши, чтобы уезжать. Однако мы осторожны. Больше у нас нет друзей, которые остаются на ночь. А папа прячет ключ очень хорошо. Не то, чтобы мы пытались посмотреть. Некоторое лучше оставить незримым. Друзья, на сегодня все. Не забывайте подписаться на канал.